такое. И такие дома практически все. Итак, остановка номер 1. Вот это заведение, друзья, где учился сам Димаш. На минуточку. Смотрите, сейчас покажу. А напротив потрясающая мечеть просто. Произведение искусства. Так вот, друзья, вот Казахский национальный университет искусств. Посмотрите, какой он необычной формы. Только в таком необычном красивом заведении мог учиться такой потрясающий человек и певец. Слышите? Кто-то играет. Ну вот еще посмотрите, какие необычно красивые здания. Жилые дома. Просто, ну вообще. Молодой человек что-то репетирует с бумажечкой. Смотрите, как красиво. Слушайте, ну это просто, вот это университет, представляете? Просто на ладони. А, цветы еще, просто как летом. А что вы можете подсказать нам? Допустим, Посмотрите как. Казах-концерт. Это весь свет, который здесь есть? То есть ты хочешь сказать, что вот здесь создаются те шедевры, которые вы сделали. А конкретно, что именно было здесь записано? Все здесь записано было. Офигеть. Все сделал для аранжировки. Мы голос пишем здесь вот. А когда мы будем писать мой голос? Скоро. У нас такой творческий беспорядок, не обращайте внимания. Это нормальный музыкальный творческий беспорядок. Ничего в этом не вижу. Подожди, вот этот микрофон поет сам. Раз. Ваш сидит на этом стуле. Или... Подожди, я хоть посижу чуть-чуть. Боже мой. Короче, я тут начал уже петь. Не нажал. Во! Поехали. Нужно, чтобы не плевать вот это, да? Кстати, вот для чего все время? Действительно, чтобы не плевать? Ну, можно еще это, да, давай туда. Здесь, короче, это защитный фильтр. Угу. Бывает, а раньше по старинке что делали? Да, капрон оттягивали. Капрон, ты имеешь в виду колготки? Да, в основном для того, чтобы буквы Б, П, там такие. Короче, когда букву Б без фильтра говоришь, это грубо говоря, там начинает он, короче, прям такой Б, такой удар там такой происходит. Дук такой. И чтобы это не было. А ну-ка. Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять твое боюсь. И немыслимой ценой. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение. Так, ладно. Тут святая святых, можно сказать, а я все со своими шуточками иду, прибауточками. Я почему-то представлял, что она немножечко побольше. Ну да, маленькая, уютная. Да. Диплом, подожди-ка. Диплома. Август 27-го. Дэдди Дау. Это же музыка, которая моя любимая, казахская. Это народная, правильно, которая песня? Это... Ежегодный фестиваль, не фестиваль даже, награждает. Короче, Астана Даусы называется сейчас. Поменяли на Нурсултан Даусы, по-моему, если не ошибаюсь. Вот Димашу дали тогда. Да, вот фестиваль Астана Даусы в 2017 году.
То есть Димаш ударил на песню. За исполнение этой да. песни, да? Номинация. Номинация лучшей песни. А вот здесь вы друг друга переглядываетесь, да? Он тебе что-то говорит, ты что-то ему. Ну, правда, вы не видите друг друга? Не видите? Почему? Вдруг он сидит там. А, скажи мне, а как тут зачем, если слова забываешь? Раз уколол. Нет. Как это? Братишка подарили. А покажешь зал туда? Можно зайти в этот сам Да, зал? можем, конечно. Пойдем. Ну все, ребята, я думаю, что такого вы нигде не увидите. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. А вот еще запасной. Это для меня, для бэк-вокала. Вот там еще. Сбоку. А помнишь, какие нам показывал микрофоны красивые этот? У кого мы были? Кстати, вот этот микрофон, черный. Вот этот? Октава. Его делают в России. Стоит намного дешевле, чем другие микрофоны. Но по качеству он вообще ничем не уступает других дорогих микрофонов. Ты помнишь? В Туле делается. В Туле? Да. Господи. В одном заводе, где тульские пряники? Да, да. А почему вы в них не пишете? Ой, она не встает почему-то, да. Подожди, я вот еще вижу такой просто из советского прошлого. Тоже Это не октава. бритва, нет? Нет, это тоже октава, по-моему, если не ошибаюсь. Я когда-то папа подарил. Ему как-то это, сейчас скажу, написано. По-моему, октава, да, тоже это. Ленточный микрофон 80. Ленточный? Угу. Сейчас. Сколько написано? 89-й год. 89-го года. Обалдеть. То есть, чем старше... Чем старше, тем... Подожди, мы рано уходим. Тут посмотри, что. Это туалетная вода? Кстати, идеи, да, для туалетной воды? Так и есть что-то похожее, поэтому я и сказал, что это похоже. А вы такие уже не пишут, да? Это просто как Ну да, раритет когда такой. писали, да, но иногда вот, например, каждому артисту это индивидуально тоже. Димаш есть индивидуальный? Ну, к нему сейчас в данный момент вот этот микрофон. Иногда вот на тульский пишем микрофон. Ну, конечно. А мы с тобой тогда были, вот он, помнишь, нам показывал, какие они просто дорогущие, красивые. Да, с тобой же были. Как это звали в Илья? У Ильи, Да, да, да. да, там АКГ стоял тоже винтажный, очень старый, и очень крутые, и очень дорогие. Здесь видишь тоже, может дешевый микрофон подойти к какому-то артисту больше, чем Чем какой-то дорогой. очень дорогой микрофон, можно даже Ну, сказать да. такой. Я всегда говорил, дело не в цене. Да. Спасибо тебе за то, что разрешили это поснимать, потому что это реально круто. И опять я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Где-то на белом свете. Да ладно, это песня, что ли, это? Да, только не переделал. Пало на солнце всей семьи, любим шуточки твои. Пала ты для нас, кумир, ты даришь нам этот мир. Как могу, так и пою, что я могу сказать. Пойдем, да. Зал. Вспомнить. Зал красивый, я точно знаю. Точно. Это местные ваши звезды, да? Эстрады. Ой, ну Батырхан, конечно. Да, тут прям... Учитель. Да? У них два учителя. Гайсин и Хамид. Ой, а это, кстати, тоже знаю. Да, надо же. Дарын. А что такое Дарын? Награда. А студию, пожалуйста. Я думал, это... Как я... Забыл. Это остановись год. Где работает Расул наш. Поет. Расул, который бэк-вокалист, правильно?
Вот. Я же помню, что он был многоуровневый зал. И дерева было много. Здесь мы работали. Класс. Димаш здесь выступал? Да? И не раз, да? Здравствуйте. Привет. Макс. Хайрат-ага, наш главный звукорежиссер. Какая прелесть. А вот красивое тоже. Это что? Тоже такое. Вот она, монеточка золотая. Вот видите, вот эта смотровая площадка. Когда я был первый раз в Астане лет 10 назад, нам назвали, что это называется чупа-чупс. Эрлан говорит, что так не называют. Первый раз слышал. О,